Президент Украины Владимир Зеленский сегодня анонсировал, что удары будут масштабироваться по территории Российской Федерации по всем законным военным целям. И я так понимаю, что и здесь у политической верхушки Кремля крыть уже больше нечем, потому что они сейчас больше, наверное, беспокоятся о своей заднице на фоне происходящего в Курской области. Ну, конечно, как говорят некоторые источники, вменяемые люди, как неудивительно, вменяемые люди в окружении Путина, ну, и там разные чиновники тоже остаются. И они активно начали говорить, что все, царь-то мышей больше не ловит, значит, нужно искать какой-то выход, и зреют уже какие-то группы заговорщиков. А уж до чего они дойдут, я не знаю. Но, как говорят, к сентябрю вполне уже эти группы могут что-нибудь и придумать, и что-нибудь решить. Поэтому, конечно, удар, который нанесен в Курской области, это удар под дых путинской диктатуре. Я бы именно так и сказала. А Путин тем временем давал задание до 1 октября решить, как он называет, ситуацию на территории Курской области, но, по всей видимости, уже не успеет. Ольга, эти группы, которые до сентября могут, а не до октября даже на что-то решиться, они зреют в политическом окружении среди силовиков, олигархов, или, возможно, это будет симбиоз тех, кто понимает, что вместе с Путиным конец один, верный? Ну, я думаю, что если они хотят достичь успеха, то это точно должен быть симбиоз, потому что без силовиков силовые действия произвести сложно. Без денег все это сделать тоже не очень просто. А без каких-то чиновников тоже не придумать, каким образом все это дело оптимально организовать. Так что я думаю, что если говорить про что-то успешное, это точно должен быть симбиоз. Но понятное дело, что российские элиты сегодня настолько трусливы, что могут и ничего не родить. Но в любом случае уже такие разговоры идут, и это уже немало. А могут ли родить не элиты, а вот, например, силовики или, возможно, недовольные военные, которые не понимают, куда им то туда, то сюда, то на Харьковщину, то нет, давайте уходить с Харьковщины, возвращаемся на Курщину, возвращаемся в недостаточном объеме. 2 недели прошло, и только удалось первую линию обороны построить возле Курчатова россиянам. Но, к сожалению, наверное, для режима, к счастью, не случайно они всех генералов сажают, да, поэтому просто некому среди военной верхушки поднять вот этот самый мятеж. Опять-таки неудивительно, что ровно год назад такой мятеж пытался поднять Евгений Пригожин. Да, не военная верхушка, но часть военной верхушки пыталась к нему, к этому самому Пригожину примкнуть, потому что они уже тогда, год назад, понимали, что все идет плохо, и нужно со всем этим заканчивать, и нужно что-то делать. Но сами они просто импотентны сегодня. В России не существует публичной политики, поэтому группы, они такие очень странные, они разучились действовать резко. Все какие-то революционные события происходили очень давно. И вот это понимание, как можно решить вопрос, оно во многом утрачено, и они идут, знаете, так на ощупь. Я уж не говорю про то, что Путин, конечно, сам тоже боится и очень часто меняет своих охранников. Все боится, что придет охранник, его по голове тюкнет и ку-ку. А Пригожин не как субъект, а Пригожин как явление, но теперь, которое может быть смотивировано иными фактами происходящего в России, может возникнуть так же неожиданно, как этот? Ну, конечно, если бы кто-то пристально наблюдал за Пригожиным, он бы понимал, что он не так уж неожиданно возник. Да, вот это понимание того, что им пытаются воспользоваться для того, чтобы завалить телами его рекрутеров то, что не берется, да, то есть пытаются с его помощью решить не берущуюся задачу, и при этом там кидают его какие-то деньги немерено. Но деньгами-то ты задачу и не решишь. Да, не случайно он всегда кричал: Шойгу, Герасимов, где снаряды? А снарядов нет как нет. И ему приходилось закидывать все это живыми людьми, которые быстро становились мертвыми. Но, тем не менее, конечно, Пригожин — это было такое серьезное явление. И то, что он гарантировал своим наемникам, он, конечно, выполнял, в отличие от генералов сегодняшних, которые не то что ничего не гарантируют и ничего не будут выполнять, а которые готовы уже срочников кидать в топку.
и им совершенно все равно, что будет и что думают родители тех самых срочников. И вообще то, что срочники воевать-то не умеют, им тоже на это наплевать. Сегодня произошел обмен 115 на 115. Украинские военнослужащие, слава богу, и спасибо всем тем причастным к этому обмену и нашему дипломатично-политическому военному руководству, Объединенным Арабским Эмиратам, всем тем, кто приложил усилия к этому возможному обмену, и, конечно, нашим силам обороны, которые пополняют обменный фонд стремительными темпами впоследствии операции в Курской области. И, Ольга, пишут российские медиа, что как раз с 2009 года рождения вот так с российской стороны присутствуют срочники в этих списках, по крайней мере, об этом это информация, требующая верификации, но все-таки пишут они российские медиа. И одна из российских правозащитных организаций говорит о том, что как будто бы многочисленные видеообращения, заявления, посты в социальных сетях, обращения письменные родителей и родственников этих срочников надавили на кремлевскую власть. Но почему-то мне кажется, что надавила Курская СВО и Объединенные Арабские Эмираты и Украина на кремлевскую власть, а на самом деле к обращениям родственников-срочников, как в свое время и мобилизованных, кремлевская власть глуха или нет? К обращениям, конечно, она абсолютно глуха, но есть другие факты. Есть падение рейтинга Путина впервые там за долгое время, и оно как раз обусловлено отчасти, конечно, тем, что ВСУ занимают один населенный пункт за другим в Курской области, но, с другой стороны, и тем, что там оказались срочники. Конечно, вот то, что там вынуждены воевать срочники, несмотря на все многочисленные обещания Путина, что никаких срочников ни в какой зоне боевых действий не будет, это действует не только на их родственников, но и вообще на общество, потому что всем понятно, что те-то другие типа вагнеровцев и не только вагнеровцев, они-то воюют за деньги, а срочников-то убивают бесплатно. И вот это является болезненной темой, которая действительно обрушает рейтинг Путина. И они обменяли их именно поэтому, чтобы заткнуть рот родственникам, и они больше тут не кричали и рейтинг Путину не роняли. Ага, то есть этого такие, как и по всей видимости, мобилизации, которая сейчас нужна, боится Кремль? Конечно, конечно, потому что мобилизация, вот было 3 фактора, которые роняли рейтинг Путина. Первый фактор – это мобилизация, второй раз это был мятеж Пригожина, а третий раз – Курская область. Вот 3 случая резкого падения рейтинга Путина. И как это ни парадоксально, но диктатор зависит от общественного мнения. Вот казалось бы, общественного мнения в России нет. Но когда это общественное мнение резко начинает меняться, диктатор на это реагирует. Вот такой себе парадокс. И как раз о таких 3 случаях падения рейтинга Путина и рейтинга доверия и одобрения говорит даже Государственный Всероссийский центр исследования общественного мнения. Сегодня тоже на эфире говорил, какое общественное мнение в России, но тем не менее. На 3,5% пункта упал рейтинг одобрения деятельности Путина, достигнув отметки в 73,6%. Уровень доверия уменьшился на 2,6% пункта, составив 78,2%. И это как раз все происходит на фоне начала Курской СВО. С 12 по 18 августа снизились эти рейтинги на озвученные мной отметки. Насколько показательно и зачем, что даже Государственный Всероссийский центр проводит такое исследование и озвучивает такие результаты, не очень лицеприятные для диктатора? Но, видимо, те, кто курирует в администрации президента деятельность этого центра, тоже считают, что Путину надо как-то на это реагировать и каким-то образом его подвинуть к правильным решениям. И отсюда возникает, даже в ЦИОМ может зарегистрировать. Понятное дело, что мы абсолютным-то цифрам не доверяем. Но вот эта разница, динамика, то, что цифры показывают падение рейтинга, этому вполне себе можно доверять. Нельзя доверять ни глубине падения, ни сами цифры сегодняшние или вчерашние. Но то, что рейтинг падает, это безусловный факт.
чтобы он не падал и не ронял Путин остатки своего рейтинга, хотя нам это, конечно, на руку, потому что понятно, что те 70 дорисованные тоже все, которые остаются. Какое решение он должен принять и есть ли оно у него вообще по Курску? Потому что даже западные медиа, The Wall Street Journal, анализируя его поездки за эту неделю, а не экстренные меры по Курской области, название которой он читает с листка, говорит, что Путин взялся за тактику преуменьшать ситуацию, как он ее называет, и делать вид, что ничего не происходит. Но поможет ли это? Как пелось в старом советском фильме про Хаджу Насреддина, в Багдаде все спокойно, спокойно, спокойно. Вот примерно так же себя ведет и Путин. При этом, конечно, давайте вспомним, и про это нельзя забывать, и давайте мы будем говорить про это всегда, что он впервые, на самом деле, конечно же, впервые приехал в Беслан, и как тот самый крокодил, который не умеет плакать, но эти самые слезы роняет, точно так же и тут Путин вставал на колени перед памятником тем детям, которых он сам, лично он сам приказал сжечь живьем из реактивного огнемета «Шмель». Это все доказано. Была специальная комиссия Государственной Думы в те вегетарианские времена, которую возглавлял Юрий Савельев, это бывший ректор военмеха, такой институт, ну, естественно, военный институт в Петербурге. Он как раз специалист по различным видам вооружения, и он рассчитал все до циферки, почему это не могли быть те бомбы, про которые говорили официальные власти, подорванные как бы террористами в зале, а почему это был результат обстрела из реактивных огнеметов «Шмель», и это Путин дал приказ сжечь этих детей. А теперь он приходит и встает на колени. Так не надо было детей сжигать. Просто чтобы мы помнили, что этот человек в нашем понимании человеком не является. Ему не жалко никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Он готов убивать всех ради своих хотелок. Как он убивал в Беслане, так и убивает сейчас в Украине.